Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем видео мы сделали большую распаковку сайта AliExpress и остался очень один интересный товар. Это твердый гель-лак для ногтей. Вот так он выглядит, предлагаю вместе с вами открыть и попробовать его. Изначально данный товар я увидела в TikTok. Меня заинтересовало, что это такая за палитра, которая выглядит как тени для век, при этом материал наносится на ногти. Быстро нашла на AliExpress и заказала. На самом деле такая палитра не из дешевых, обошлась мне около 1000 рублей за одну штуку вместе с доставкой. Заказала два вида. Пастельные оттенки на 16 цветов и вот такая красивая. Смотрите, какая упаковочка. Тут также 16 цветов и все шиммерные, блестящие. Очень красиво, я даже к ним еще не прикасалась, будем пробовать вместе с вами. Хочу покрыть и на типсах, и на ногтях. Такой материал, конечно, удобен, особенно для новичков, потому что не растекается и не затекает. Но новичку стоит приноровиться и научиться покрывать такой материал не кистью из флакона гель-лак, а отдельной кистью, которая, кстати, шла в подарок к этому набору. Сейчас я покажу, как подготовить ее правильно. Для этого возьму салфеточку, закроем палитры, чтобы в них не попадала пыль, складываем салфетку и об нее выбиваем кисть, весь заводской клей, который там есть. Кисть прямоугольная, думаю, ей не очень будет удобно прокрашивать в зоне кутикулы. Обычно для таких материалов используют овальную кисть натурального или синтетического ворса. Она упругая и хорошо отдает материал поверхности. Помимо плюсов, в таких палитрах я вижу и минусы. Например, когда мы работаем с одним из цветов, на остальные попадает пыль, ворсинки, которые летают в воздухе. Потом можно потратить немало времени, убирая эти ворсинки из ногтей клиента. Наверное, удобно, если вы выполняете дизайн одной цветовой гаммы на клиенте и все находится под рукой. И еще один минус. Каждого цвета по 1–1,5 грамма. Обычно на гель-лаков 10 мл, в среднем хватает на 20 клиентов. Поэтому такого цвета хватит на парочку клиентов. Популярные оттенки закончатся, а что же делать с оставшимися? Они будут лежать, эти палитры будут копиться. При условии, что она стоит недешево. Но в таких твердых гель-лаках, покрытиях есть свои плюсы, преимущества над обычными гель-лаками. Окончательное мнение я смогу составить после того, как попробую этот материал на типсах, на ногтях, поэтому давайте это сделаем. Обязательно закрывайте палитру, если ей не работаете. Набираем небольшое количество, возьмем с краешку. Интересно, кажется, что гель-лак твердый, но на самом деле, когда его набираешь, он мягкий. И почему-то меняется цвет на более розовый. Наверное, пигмент, может быть, осел. Очень похоже, конечно, на гель-краску, хотя более жидкая по консистенции. Полупрозрачный, очень красивый оттенок. Когда наносите такие твердые материалы, кладите кисточку лежа, для того, чтобы на поверхности не оставалось полос от кисти. Просушим. Покрытие имеет остаточную липкость, поэтому требуется перекрытие топом. Давайте посмотрим более плотные оттенки, это уже интереснее. Такой припыленный оттенок. Смотрите, я вскопнула кисточкой и сразу уже достала до дна. Обычно, когда наносим покрытие отдельной кистью, оно раскладывается более тонко, нежели чем кистью из флакона. Этот оттенок полупрозрачный, уже хуже разравнивается. Нужно постараться, чтобы поверхность была ровной. Попробуем просушить и нанести второй. После полимеризации цвет изменился. Видно, что на кисти, да и в коробочке цвет более коричневый. Даже на втором слое цвет недостаточно плотный. И на несколько тонов светлее, чем должен быть. Попробуем красные кирпичные оттенки. Обычно они ложатся плотно. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Красный, да, плотный.
можно постараться и в один слой его нанести, чуть потолще слоем. А предыдущего цвета, кстати, осталось уже не так много, и даже вряд ли хватит его покрыть одну руку клиенту. Следите за тем, чтобы в вашу палитру не попадал ультрафиолетовый свет от лампы. Ну и самое интересное — это нюдовые оттенки. Попробую какой-нибудь такой капризный, вот бежевый. Важно и с толщиной слоя не перестараться. Если нанесете очень толсто, то он просто не просохнет в лампе. Вот этот бежевый, кстати, плотный. Очень красивый оттенок, как тональный крем. Идеальные типсы покрывать — это одно, другое дело натуральные ногти. Я специально подготовила один ноготь к покрытию. Предлагаю попробовать на нем. Предварительно обезжириваем поверхность, чтобы гель-лак не скатывался. Попробуем самый светлый оттенок, какой-то серо-бежевый. Так, на кисточке остается материал. Сначала нужно, наверное, его смазать, чтобы прорисовать периметр кутикулы полусухой кисточкой. Но ощущение действительно, как будто бы покрываешь ногти гель-краской. Так и хочется взять побольше материала, чтобы поверхность разровнялась. По укрывистости неплохо. Думаю, что вторым слоем будет большая плотность, и под топом все неровности уйдут. Давайте еще посмотрим несколько оттенков. Пока наносила, заметила еще один минус. Если вы взяли очень много материала, у вас остался он на кисточке, вы хотите вернуть его обратно, то это сделать крайне сложно, не испачкав саму палитру. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного, с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Блестящий оттенок, очень плотный. Думаю, отлично подойдет для дизайна, прорисовок или просто покрытия на весь ноготь. Цвета на самом деле очень здорово подобраны в палитре. Думаю, можно сделать сочетающийся между собой дизайн на разных ногтях. И теперь протестируем вторую палитру с блестящими оттенками. Они сейчас невероятно популярны. Растяжки блесток в зоне кутикулы. Думаю, такой вариант будет очень удобен. Ну давайте крупные попробуем, серебряные. Они уже чуть более густой консистенции, нежели чем просто цветные. Просто прозрачные блестки, серебряные голографические. Возьмем более плотные оттенки. О, вот эта фольга прям очень красивая, плотная. Красный не такой плотный, не такой красивый. На какой нам еще оттенок попробовать? На самом деле видно, что неплохие эти блестящие цвета, и точно я буду их применять. У меня на самом деле полно баночек с блестящими гелями, и меня всегда раздражает, когда я их достаю, они вечно текут из этих баночек. Тут такой проблемы не будет, ничего не растечется. Классные оттенки, я рада, что взяла именно эту палитру блесток. То ли мне просто нравятся блестки. Напишите в комментариях, нравятся ли вам также блестки, как и мне. Ну что ж, подведем итоги. В целом продукт мне понравился, очень интересно, и сейчас он все больше набирает популярность. Интересно, сможет ли он полностью затмить гель-лаки, и мы будем пользоваться такими твердыми? Потому что все-таки есть ряд минусов. Ставьте пальчик вверх, если понравилось видео, и вы ждете новые обзоры на товары с сайта AliExpress. Но я желаю всем успеха в работе. Счастливо! Пока-пока!